Реки играют огромную роль в жизни всех людей. Они служат источником пресной воды и пищи. Но что же может быть в них интересного? Это неверно. Мы перевернем ваше представление о реках. Есть воистину удивительные реки, и сегодня мы с ними познакомимся. Голубая река – чудо Гренландии. Эта река появляется летом. Она вытекает из гигантского ледника. Когда он подтаивает, вода образует ручьи, которые собираются в более крупные потоки. Они образуют реку, текущую сквозь толщу льда. Вода в ней имеет удивительный насыщенный голубой цвет. Количество воды в реке зависит от времени года. Чем теплее, тем больше в реке воды. Белоснежный ледник и ярко-голубая вода выглядят необыкновенно. От зрелища тяжело оторваться. Вытекает река из гигантского ледника Петермана, который сейчас активно тает и с каждым годом становится все меньше. Если ледник полностью растает, голубая река просто исчезнет. Исчезающая река Антарктиды. Называется она Оникс. Как это ни удивительно, но на покрытом льдом континенте тоже есть речки. Самая большая из них – Оникс. Хоть ее протяженность всего 30 километров, но для покрытого льдом материка это солидное расстояние. Вытекает Оникс из одного озера и впадает в другое. Особенность Оникс заключается в том, что она течет лишь коротким антарктическим летом, всего 2 месяца. Все остальное время она покрыта льдом. В отличие от наших рек, Оникс замерзает полностью, до дна. В промерзающей насквозь реке о рыбе не может быть и речи, так что об антарктической рыбалке придется забыть. Здесь живут только водоросли и микроорганизмы. Самая красочная река. Речь идет о Каньо Кристалес. Находится она в Колумбии. Ее длина около 100 километров. Местные жители называют ее рекой 5 цветов или жидкой радугой. Она невероятно красива. Известность ей принесли населяющие ее водоросли. Благодаря им оттенки воды меняются с красного на синий, желтый или зеленый цвета. Эти водоросли прекрасно просматриваются через чистую воду, образуя на дне разноцветный причудливый живой ковер. Ко всему этому великолепию добавим голубые блики тропического неба. ЮНЕСКО внесла Каньо Кристалес в список природного наследия человечества. Каньо Кристалес находится в горной местности. Здесь быстрое течение, множество водопадов. На дне реки практически не образуется ила. Вот почему здесь нет рыбы. Каньо Кристалес находится в отдаленном месте. Чтобы увидеть ее, придется лететь на самолете, ехать на машине, плыть на лодке и идти пешком по джунглям. Но зрелище этого стоит. Это будет впечатление на всю жизнь. Ржавая река Рио-Тинто. Она находится в Испании, близ Севильи. Длина реки около 100 километров. Она также имеет цветную воду. Только если предыдущая река радует глаз переливом водорослей, то здесь вода напоминает красную ржавчину с желтым и оранжевым оттенком. Если Каньо Кристалес окрасила природа, то с Рио-Тинто отличился человек. Река протекает в месте, где длительное время добывали железо. Отходы горной добычи сбрасывались в реку. Вода вымывает остатки руды и пород, которые находятся на ее дне. Хоть шахты закрыты уже более 20 лет, цвет воды не изменился. Вода в Рио-Тинто отличается высокой кислотностью pH до 2,5. Ее нельзя пить, использовать для полива. Несмотря на это, она все еще используется. Высокая кислотность помогает лечить псориазы, экземы и некоторые другие кожные заболевания. Рио-Тинто является напоминанием о том, что никогда не нужно бездумно эксплуатировать природные ресурсы. Река-помойка. Самой грязной рекой в мире считается Цитарум. Она протекает в Индонезии на острове Ява, одном из самых густонаселенных мест мира. Протяженность Цитарум 270 километров. В ее бассейне проживает 5 миллионов человек. В проблеме, постигшей реку в первую очередь, виноваты местные жители, использующие ее как свалку. Цитарум в прямом смысле завалена мусором. На некоторых участках находится сплошной слой мусора, под которым разглядеть воду просто невозможно. Канализация тоже стекает прямо в реку. Воды Цитарум активно использует местная промышленность. Стоки, естественно, поступают обратно, часто даже без какой-либо очистки.
Цитарум убили буквально за несколько десятков лет. Во второй половине 20 века в результате индустриализации региона на ее берегах выросло множество предприятий. На очистных сооружениях экономили. Все попытки властей исправить ситуацию терпят фиаско. Для того, чтобы очистить реку, было выделено $500 миллионов. К сожалению, деньги канули в воду. Никакие ресурсы не способны изменить отношение людей к окружающей среде. Будем надеяться, что местные жители со временем изменят отношение к природе, и в Цитариум можно будет купаться и ловить рыбу. Ночная река. Речь идет об Уата-реке. Эта река находится в Чили. Она течет с верховий Анд, покрытых снегом. Днем снег тает, и к ночи русло реки наполняется водой. Ночью, когда температура падает, снег таять перестает. Река водой не снабжается, и под утро она пересыхает. В постоянно пересыхающей реке живые организмы жить не могут. Уата-реке находится в удаленной горной местности. Увидеть воочию ее не так уж и просто. Рио-де-ла-Плата – самая широкая река в мире. Ее образуют две другие реки – Уругвай и Парана. Длина Рио-де-Плата – 320 километров. Впадает река в Атлантический океан. В самом узком месте ее ширина составляет 48 километров, а вот в самом широком – рекордные 225 километров. Мутный поток воды из Рио-де-ла-Плата заметен в океане на протяжении еще 125 километров. Река номер 1 – Амазонка. Самой большой и полноводной рекой мира считается Амазонка, протекающая через всю Южную Америку. Ее протяженность превышает 7000 километров, а площадь бассейна превышает 7 миллионов километров квадратных. Это примерно как вся Австралия. Амазонку называют речным морем. Она дает 20% всей пресной воды, попадающей в мировой океан. Глубина реки 50 метров. В сезон дождей здесь можно увидеть волны прилива, не уступающие морским. Вокруг реки находится амазонская сельва, непроходимые джунгли, которые до сих пор являются одним из самых малоизученных мест в мире. Колорадо – знаменитая подкова. Протекает она в США и на севере Мексики. Это одна из крупнейших рек континента протяженностью свыше 2000 километров. В наш список Колорадо попала благодаря знаменитой подкове. Речь идет об изгибе в каньоне Глен, по форме напоминающем подкову. Это одно из самых красивых и живописных мест планеты. Подкову Колорадо можно увидеть во многих вестернах. Она регулярно вдохновляет фотографов. То есть, если у вас на компьютере или телефоне заставка с изображением каньона, наверняка это Колорадо. Кипящая река. Так называют Пуаренгу в Новой Зеландии. Названию она обязана горячим ключам, бьющим из-под воды. Хотя более правильное наименование для Пуаренги было бы река контрастов. У одного ее берега вода кипяток, а у другого холодна как лед. Река подпитывается из холодных и горячих источников. Небольшая протяженность и быстрое течение не дают воде из разных источников смешиваться. Новозеландские аборигены маори в Пуаренгу издавна варили рыбу. Они клали ее в мешок и оставляли на некоторое время в воде. Самая глубокая река – Конго. Мы уже знаем, какая река является самой широкой и самой большой. Настала очередь узнать, какая река является самой глубокой в мире. Это Конго, речка, которая протянулась на 4700 километров в центральной части африканского континента. В некоторых местах ее глубина достигает рекордных 230 метров. Конго также известна самым большим каскадом водопадов. В ее северной части находится водопад Стэнли. Это целый каскад водопадов, длина которого превышает 100 километров. Конго считается и самой опасной рекой благодаря Адским воротам. Это глубокий каньон, длина которого 130 километров. Печальную славу и зловещее название он приобрел из-за множества опасных порогов. Конго можно назвать и одной из самых мощных рек в мире. 32 высоких перепада суммарно превышают мощность всех рек в США. Желтая река. Так называют одну из самых знаменитых рек Китая.
Хуанхэ. Она известна тем, что здесь всегда мутная вода с желтоватым оттенком. Хоть река проходит через густонаселенные регионы, деятельность человека здесь ни при чем. Дно реки состоит из илистых отложений, вымываемые потоками воды порода, и дает реке такой цвет. Хуанхэ заслужила славу самой мутной реки в мире. В одном кубометре воды здесь содержится до 40 килограммов горных пород. Самая длинная островная река. Из островных рек самой длинной является Капуас. Находится она в Индонезии, на острове Калимантан. Ее длина 1143 километра, что, согласитесь, для острова приличная величина. Кроме нахождения на острове, эта река больше ничем особо не примечательна. Жемчужина Африки – Нил. Нил – вторая по протяженности река мира. Ее длина превышает 7000 километров. За первенство самой длинной реки Нил спорит с Амазонкой. Мнения исследователей расходятся. Эта река интересна тем, что она протекает через одну из самых больших пустынь в мире – Сахару, и дает жизнь и воду людям и животным, которые проживают на ее берегах. На ее берегах зародилась цивилизация Древнего Египта, одна из величайших цивилизаций прошлого. Самая короткая река мира. Значительная часть нашего рассказа посвящена самым большим рекам мира, но было бы неправильно пройти мимо самой маленькой реки. Это Репруа. Наверняка вы про нее никогда не слыхали. Да, это и неудивительно. Ее длина составляет от 18 до 40 метров. Почему цифра меняется? Все просто. Репруа расположена в Абхазии. Впадает она в Черное море. Речка берет начало в подземных пещерах, вода в которых попадает благодаря таянию снега в горах. Летом, когда температура выше, ее длина увеличивается. В холодное время года, когда снег в горах не тает, длина Репруа падает до минимума. Это был наш топ-15 удивительных рек мира. Какая из них вас впечатлила? А есть ли удивительные реки в вашем регионе? Про что бы вы еще хотели узнать? Быть может, вас заинтересует 15 самых удивительных озер мира? Поделитесь вашим мнением в комментариях под видео. Нам это важно. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Пока! Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающий мир самых необычных медуз. Это будет удивительное подводное путешествие, где мы познакомимся с уникальными созданиями, которые обладают невероятными формами, цветами и способностями. Готовы ли вы увидеть медуз, которые светятся в темноте, выглядят как фейерверк и свежеприготовленная яичница, достигают более 2 метров в диаметре, и медуз, которые знают секрет бессмертия? Давайте вместе исследуем этот фантастический мир и узнаем, какие удивительные секреты скрываются за красочными формами этих загадочных созданий. Садитесь поудобнее и поехали! Фиолетовая полосатая медуза Кризаора колората. Редкая, плохо изученная и удивительно большая. Так коротко хочется описать эту водную жительницу. Фиолетовая медуза обитает в основном у побережья Калифорнии в заливе Монтерей. Диаметр ее зонтика достигает 70 сантиметров. На нем имеется узор из полосок. По окраске медузы можно определить ее возраст. Молодые особи почти бесцветны, но со временем на парашютообразном куполе появляются темные полосы, которые постепенно покрывают тело полностью. Невероятно длинные щупальца фиолетовой медузы вырастают до 2 метров. Если к ним притронется человек, то на коже останется ожог, напоминающий след от удара плетью. Ожог не опасен, но болит и заживает долго. Медуза цветочная шляпка Алиндиас формоза. Если вы вдруг будете проплывать возле Тихоокеанского побережья Японии и случайно заметите необычно красивый водный цветок, то это может быть вовсе не цветок, а медуза – цветочная шляпка. Для медуз этого вида характерно зависание в неподвижности вблизи дна в мелководных районах. Окрас медузы изменчив, он может быть светло-желтым, голубоватым, фиолетовым, красным или почти белым. Главным ее отличием является наличие на полупрозрачном зонтике тонких темных полос. Диаметр зонтика взрослой особи достигает 16 сантиметров. Также медуза выделяется своими розовыми щупальцами, которые расположены не только по краю зонтика, но также и по его верхней поверхности, почти до самой вершины. Колокол Намура. Немопилема номурай. В Восточно-Китайском и Желтом море обитает невероятно гигантская медуза – колокол Намура.
Он может достигать свыше 2 метров в диаметре и весить более 200 килограммов, а ее щупальца вырастают до 5 метров. Это невероятно. Животное напоминает комок спутанных волокон из центральной части плода тыквы, свисающей из 2-метрового колокола, поэтому медузе дали второе название «львиная грива». Эти гигантские существа приносят существенный ущерб дальневосточной рыбной промышленности. Попадая в рыбацкие сети, они путают их, а при попытке распутать снасти рыболова нередко бывают ранены токсичными стрекалами. Яд не смертелен, но жалит очень больно. Можно сравнить с раскаленным утюгом. Корнирод. Рицистома пульмо. Медуза-корнирод – это, наверное, последнее существо, которое мы хотели бы встретить, отдыхая возле Черного или Средиземного моря. Но если увидите, то точно ни с кем не перепутаете. Размер медузы зависит от ее возраста. Некоторые особи вырастают до внушительных 60 сантиметров в диаметре. Вес может достигать 10 килограммов. Верхняя часть медузы состоит из крупного мясистого колпака, который имеет почти непрозрачный молочно-белый, лиловатый или голубоватый оттенок. Под куполом расположены отростки в виде мелких корешков, которые похожи на корневую систему ветвистого дерева. Эти отростки являются подобием пищевода, ведь рта у медузы нет. Так животному дали название корнирод. В отростках расположены стрекательные клетки, которые жалят как крапива. Медуза-жареное яйцо. Картиларидза тоберкулата. Эта водная жительница, безусловно, притянет внимание каждого. Ее внешний вид действительно напоминает жареное яйцо на сковородке с румяными краями и желтком в центре. Живая яичница может вырастать до 35-40 см в диаметре. А в нижней центральной части медуза имеет толстые щупальца, длина которых, как правило, не превышает нескольких десятков сантиметров. Эти отростки слабо ядовиты. Поэтому между ними часто можно увидеть маленьких рыб, прячущихся или путешествующих вместе с медузой. Медуза-яичница обитает в Средиземном, Адриатическом и Эгейском море. Также ее особенностью является то, что она может передвигаться самостоятельно, не полагаясь на волны. Медуза Туритопсис дорнии. Считаете, что бессмертия не существует? Эта медуза докажет вам обратное, и это вовсе не игра слов. У Туриопсис дорнии действительно есть механизм вечной жизни. Она может размножаться и при этом не умирать. Дело в том, что после продолжения рода медуза не стареет, а молодеет и запускает новый цикл жизни. Как Туриопсис дорнии еще не заполнили собой всю землю? Все просто. Их либо съедают хищники, либо они заболевают какой-то смертельной болезнью и живут всего несколько месяцев. Но теоретически Туриопсис дорнии может жить вечно. С виду эти медузы ничем не примечательны. Они имеют колоколообразную форму с максимальным диаметром около 4,5 мм. Взрослые особи имеют примерно 80-90 щупалец и выделяющееся брюшко ярко-красного цвета. Волосистая цианея, Саянея капиллата. Медуза с львиной гривой – одна из самых больших медуз в мире. Ассоциацию с гривой или с копной волос вызывает скопление 1500 щупалец у медузы под зонтиком, разделенных на 8 секторов. На протяжении жизни цвет наряда цианеи меняется, переходя от оттенков желтого спектра в молодости к фиолетовым тонам во взрослом состоянии. Взрослые особи выглядят очень колоритно. Купол по центру желтый, в то время как края имеют красный оттенок. Обычно цианеи не достигают больше 50-60 сантиметров, но встречаются экземпляры с диаметром купола около 2 метров и огромными щупальцами, вырастающими до нескольких десятков метров в длину. Цианея предпочитает холодные воды, поэтому встречается за полярным кругом, а также в северной части Тихого и Атлантического океана. Тихоокеанская морская крапива Кризаора фушешенс. Очень эффектная красотка с длинными тонкими щупальцами обитает в водах Тихого океана у западного побережья США, Мексики и Японии. Колокол этих медуз вырастает максимум до 60 сантиметров в диаметре и имеет характерный золотисто-коричневый цвет с красноватым оттенком. Длинные спиралевидные белые ротовые отростки и 24 волнистых бордовых щупальца могут тянуться сзади на расстояние до 4,5 метров. Иногда, отрываясь, щупальца плавают в море, сохраняя способность жалить около 2 недель.
Ожог этой медузы похож на ярко-красный тонкий рубец от удара хлыстом. Он вызывает раздражение, но редко бывает опасным. Но благодаря своей хорошей приспособляемости и красивым цветам, морская крапива очень популярна для содержания в аквариумах. Медуза Айкуареа виктория. Это не медуза, а фантастика. Посмотрите, как она светится. Биолюминесцентная медуза Айкуареа виктория встречается вдоль североамериканского западного побережья Тихого океана, от Берингового моря до Южной Калифорнии. Животное почти полностью прозрачное и бесцветное, из-за чего его трудно заметить. Край колокольчика окружен неровными щупальцами. У взрослых особей их количество достигает 150. Щупальца содержат нематоцисты, которые помогают захватывать добычу, но при этом они не опасны для человека. Эти медузы наиболее известны благодаря обнаруженному в их организме зеленому флуоресцентному белку GFP. В клетках медузы GFP работает в тандеме с другим белком, который излучает синий цвет. GFP поглощает этот цвет и излучает зеленый. Но зачем глубоководной медузе Айкуареа виктория светится зеленым светом? Ученые до сих пор не поняли. Белая пятнистая медуза Филоридза пунктата. Этот вид распространен в южном регионе Тихого океана, на Гавайях, в Австралии, на Карибах и в Мексиканском заливе. Средний диаметр колокола белой пятнистой медузы составляет 45-50 сантиметров, но в водах Персидского залива они вырастают до необычно больших размеров, свыше 60 сантиметров в диаметре. Ожоги, вызываемые этими медузами, слабые и не являются опасными для человека, но эти создания представляют угрозу для рыбной промышленности из-за того, что сметают весь планктон на своем пути. Ведь каждая особь этого вида может пропускать через щупальца около 13 тысяч литров морской воды в сутки, заглатывая при этом большое количество планктонных организмов, мальков рыб и некрупных пелагических животных. Медуза-фейерверк Алитрифич мааси джелли. Это прекрасное создание обитает на глубине от 1,5 до 5000 метров. По последним данным ученых, это существо чаще всего встречается на архипелаге Ревилья-Хихедо, Нижняя Калифорния, Мексика. Там не так давно исследовательская группа на EV Nautilus столкнулась с Алитрифис мааси джелли и показала миру это чудо. Гипнотизирующе красивая медуза при освещении выглядит как взрывающийся глубоководный фейерверк. На таком большом расстоянии от поверхности недостаточно освещения, чтобы цвет медузы можно было различить невооруженным глазом, только при искусственной подсветке. Ширина колокола представителей этого вида достигает 55 мм. Внешняя сторона зонтика округлая и гладкая, а от тела отходит около 70 щупалец разных размеров. Редкая глубоководная медуза Стиджиомедуза джигантеа. Эта хищная медуза-фантом обитает так глубоко в океане, что встреча с ней действительно является чудом для исследователей. В 2021 году американским морским биологам из института Мбари удалось заснять ее на видео. Съемка была сделана при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата на глубине 975 метров в заливе Монтерей в Калифорнии. Стиджиомедуза джигантеа напоминает огромную шляпу, от которой тянутся длинные шарфы из шелка. Ширина этой шляпы составляет около 1 метра, а 4 щупальца простираются на 10-метровую длину. Ареал обитания медузы распространяется на весь мир, кроме Северного Ледовитого океана. Однако она живет слишком глубоко, чтобы люди могли часто с ней встречаться. Глубоководная медуза атолла. Это кровавое существо можно встретить во всех морях и океанах на глубине от 1000 до 4000 метров. Выглядит медуза немного пугающе, но вам не стоит переживать, что вы можете случайно столкнуться с ней. На поверхность, где могут плавать люди, медуза не поднимается. Кстати, поэтому ее сложно изучить. Атолла обладает суперспособностью под названием биолюминесценция. Она умеет светиться в темноте. Светится медуза, когда видит, что к ней приближается хищник. Поступок на первый взгляд глупый, но на самом деле атолла свечением приманивает врагов для хищника. Пока те будут драться, она быстренько убежит. Хитрюга. Внешне атолла напоминает космический корабль с 20 щупальцами, среди которых краевые укороченные и одно длинное, предназначенное для ловли добычи. На этом у нас все, друзья. Это были 13 самых удивительных медуз, встречающихся в наших океанах.
Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в загадочный и завораживающий мир океанов, где обитают истинные гиганты подводного царства. Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны скрываются в глубинах морей? В этом видео мы познакомим вас с величественными созданиями, которые не только поражают своим размером, но и удивляют своей красотой и уникальными способностями. От величественных синих китов и кашалотов до таинственных кальмаров и фантастических сельдяных коралей. Каждый из этих обитателей океана имеет свою историю и значение в экосистеме. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по подводным глубинам. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного нового видео на нашем канале. А теперь поехали! Сельдяной король или обыкновенная ремень-рыба. Эта пелагическая рыба встречается в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов на глубинах до 1000 метров. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Тело сельдяного короля имеет ремнеобразную форму. Например, при длине 3,5 метра ширина туловища может составлять около 5 сантиметров. Но это не предел. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 метров. Максимальный зарегистрированный вес – 272 килограмма. Тело сельдяного короля имеет серебристо-белый оттенок, голова синеватый, плавники ярко-красный. Кроме того, у этого животного нет чешуи, его тело покрыто костными бугорками. Сельдяной король питается ракообразными, кальмарами и мелкой рыбой. Интересно, что эта рыба практически никогда не поднимается к поверхности, где ведется лов. Согласно ряду поверий, она может появляться людям перед стихийными бедствиями, землетрясениями или цунами, предвещая природные катаклизмы. Японский краб-паук. Самое большое членистоногое на планете обитает в Тихом океане у побережья Японии, на глубине от 50 до 300 метров. Особенно выдающиеся особи имеют более 3 метров в размахе первой пары ног и вес около 20 килограммов. Да, ноги у них длинные, но слабые и уязвимые. Панцирь этого подводного монстра, или, как принято называть его по-научному, карапакс, может достигать более 45 сантиметров в диаметре. Интересно, что к 10-12 годам японские крабы-пауки вырастают до своих максимальных размеров, и с тех пор их рост резко замедляется. А вот ноги у них продолжают расти на протяжении всей жизни, поэтому чем особь выше, тем она больше смахивает на паука. Если вам любопытно, то данный вид крабов в пищу не пригоден. А все потому, что, обитая на больших глубинах на дне океана, он питается только падалью, которая придает мясу горький привкус. Тем не менее, японский краб-паук используется в пищевых, научных и декоративных целях. Часто содержится в крупных аквариумах. Манта или гигантский морской дьявол. Это крупнейший из существующих ныне скатов. Ширина тела отдельных особей достигает 9 метров, а масса 3 тонн. Манты распространены в субтропических и тропических водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Грудные плавники подводных великанов выполняют функцию крыльев, хвостовые задают направление движения, а сдвинутые в трубочку головные плавники являются руками, направляющую пищу в рот. Внешне они напоминают рога, и именно им эти скаты обязаны своим прозвищем «морской дьявол». Манты очень умные животные. Знали ли вы, что они были первыми рыбами в мире, прошедшими зеркальный тест, узнали себя в зеркале? Раньше бытовали легенды, что манты охотятся на людей, обнимая их своими крыльями, увлекая на глубину и пожирая. Позже выяснилось, что все эти домыслы лишены оснований. Манты питаются исключительно зоопланктоном и молодью рыб. Единственная опасность для людей состоит в том, что, выпрыгивая из воды, скат может придавить человека своим весом. Морской слон – это род хищных млекопитающих семейства настоящих тюленей. Своим названием они обязаны хоботообразному носу и большим габаритам. Хобот есть только у самцов, и выполняет он две важные задачи. Во-первых, в период брачных игр он привлекает самок, используется как резонатор при грозных рыках и как устрашающий элемент. Во-вторых, это помогает им дышать. В природе есть всего 2 вида морских слонов. Северные, что обитают на североамериканских берегах, и южные, что населяют берега Патагонии и субантарктические острова. Название свое морские слоны оправдывают на 100%. Они настолько огромны, что кроме как слонами их нельзя сравнить ни с чем. Самцы вырастают в длину до 6 метров и весят до 4 тонн.
Самки несколько мельче своих мужчин и редко вырастают больше 3 метров. Крупные габариты играют важную роль в жизни морских слонов. Большой объем крови позволяет им запасаться кислородом, и за счет этого они могут задерживать дыхание более чем на 1,5 часа и нырять на глубину до 1400 метров. Гигантский кальмар или аркитеутис. О гигантском кальмаре ходили легенды с давних пор. В народе его даже прозвали кракеном. Но никто не знал, существует ли он на самом деле. Это было самое загадочное животное в океане, если не во всем мире. Большая часть информации о гигантском существе получена при обнаружении туш, плавающих в океане, или найденных в брюхе кашалотов. Первое фото живого гигантского кальмара было сделано лишь в 2004 году у берегов Японии, а первое видео в 2006 году. Гигантские кальмары живут во всех океанах планеты, их длина может достигать от 12 до 14 метров, а вес до 270 килограммов. Некоторые моряки заявили о том, что видели гигантских кальмаров длиной в 20 метров, но это лишь слухи. Обитая на глубине 400-1000 метров, эти кальмары населяют самые глубокие и темные места в мире. Никто не знает наверняка, как долго они живут, как находят партнеров, как мигрируют, где откладывают свои яйца, издают ли они какие-либо звуки. Проще говоря, гигантский кальмар остается загадкой. Китовая акула. Китовая акула – крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также самая большая рыба в мире. Ее диаметр достигает по меньшей мере 12-14 метров, в отдельных случаях даже 20, а максимальный вес достигает 20 тонн и больше. Помимо огромного размера, китовая акула отличается приплюснутой формой головы и характерным окрасом. Она имеет коричнево-серую окраску, при этом живот более светлый, а спина покрыта светлыми полосками и пятнами. Китовая акула, в отличие от большинства других акул, питается только планктоном, отцеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами. Эта рыба большую часть времени держится близ поверхности воды, плавает она очень медленно, обычно не быстрее 5 км в час, и отличается крайне вялым и апатичным нравом, поэтому не представляет никакой опасности для человека. Китовая акула встречается в тропических и субтропических водах океанов по всему миру. Она мигрирует в поисках пищи и партнеров для размножения, а ее перемещения на протяжении года могут охватывать огромные расстояния. Кашалот. Кашалот – гигант среди зубатых китов и самый крупный хищник в океане. Среда обитания у кашалота широкая. Встретить его можно как среди арктических вод, так и близ экватора. Взрослые самцы достигают в среднем 20 метров длины и массы 50 тонн. Кашалоты живут группами, размер стаи может достигать 1000 особей. Питаются головоногими моллюсками и рыбой, в том числе и акулами. Взрослая особь потребляет до тонны пищи в сутки. Обратите внимание, что кашалоты не похожи на других китов. Прежде всего, они выделяются своей огромной прямоугольной головой, которая составляет треть всей длины тела, в среднем 6-7 метров. Хотя у кашалотов есть огромные зубы весом примерно 1 килограмм в каждый, они не используют их по прямому назначению. Добычу киты проглатывают целиком. Конечно, у животных таких габаритов и близко нет естественных врагов, кроме человека. В прошлом этот кит являлся важнейшим объектом китобойного промысла. Поголовье кашалотов сильно сократилось, однако в настоящее время оно медленно восстанавливается. Финвал. Финвал – близкий родственник синего кита. Он достигает от 20 до 27 метров в длину, а весит часто более 70 тонн. Он намного стройнее, легче и пластичнее синего кита. Характерный внешний видовой признак финвала – асимметрия окраски боковой части головы. Нижняя правая челюсть на четверть белая, как живот, а с левой стороны она вся темная, как голова. Питается шустрый великан мелким планктоном и рыбой, а жить может более 100 лет. Финвалы встречаются во всех океанах, однако избегают прибрежных регионов, поэтому люди долгое время не знали этих обитателей подводного мира, и обнаружить их удалось только в XIX веке. Конечно же, людей быстро заинтересовало промысловое значение животных, и так началось активное истребление финвалов. Сейчас действует запрет на охоту, поэтому за последние годы удалось повысить их численность. Арктическая цианея. Огромная медуза – просто гигант подводного мира и самое длинное животное из всех ныне живущих на Земле. Она даже больше синего кита, так как морское млекопитающее редко превышает в длину 30 метров, а для цианеи даже 35 метров еще не предел.
Самый большой экземпляр этой медузы, который смогли измерить ученые, достигал в длину 37 метров. При диаметре купола более 2 метров. Щупальца этого создания собраны в 8 пучков. Каждый из них включает 60-120 отростков разной длины. В середине загущенного купола располагается рот, вокруг которого расположены ротовые лопасти, имеющие насыщенный малиновый оттенок. Арктическая цианея питается зоопланктоном, мелкой рыбой и грибневиками, а иногда может даже полакомиться своими сородичами. Цианеи встречаются в водах Северного Ледовитого океана и в северных районах Тихого океана в самые холодные зимние месяцы. Они редко опускаются ниже 42 градуса северной широты, полностью отсутствуют в водах южного полушария. Синий кит. Это животное по праву занимает первое место среди великанов подводного мира и, вероятно, является крупнейшим млекопитающим из всех когда-либо существовавших на Земле. По сравнению с самым крупным динозавром, Патаготитан майорум, достигавший 37,2 метров и весившим около 77 тонн, синий кит пусть и достигает меньшей длины до 33 метров, но его вес может значительно превышать 150 тонн. И, естественно, чтобы поддерживать такую фигуру, синему киту необходимо как следует питаться. Он съедает более 1 миллиона калорий ежедневно. В составе корма у него преобладают мелкие рачки, образующие массовые скопления, так называемый криль. Синие киты встречаются практически во всем мировом океане. Они любят плавать в одиночестве, хотя иногда и путешествуют группами по 2-3 особи. Морские гиганты занесены в Международную Красную книгу и относятся к вымирающим животным, так как с начала 20 века бесконтрольный китобойный промысел привел к катастрофическому сокращению их популяции. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях размерами какого подводного великана. Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы окунемся в мир загадок и тайн, скрытых подводной гладью. Представьте себе величественные города, некогда полные жизни, сейчас покоятся на дне морей и океанов, окутанные легендами и мифами. Эти затопленные мегаполисы хранят в себе историю, которую мы едва можем себе представить. Как они оказались под водой? Что произошло с их жителями? Ответы на эти вопросы волнуют каждого, кто хоть раз задумывался над этой темой. В этом видео мы погрузимся в атмосферу таинственных руин и увидим захватывающие кадры с глубин. Мы покажем вам Порт-Роял, Тунис-Гераклион, Рунгхольд, Шичен и другие города, которые сегодня скрываются под толщей воды. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь хватайте свои акваланги и давайте вместе нырнем в это удивительное приключение. Тунис-Гераклион, Египет. Тунис-Гераклион долгое время считался мифическим местом, плодом воображения древних историков. Пока в 2000 году в нескольких километрах от города Александрия французские археологи не обнаружили его под водой. Исследователи считают, что Тунис-Гераклион некогда был воротами Древнего Египта в Средиземное море. Он представлял собой процветающий портовый город и еще 13 веков назад являлся крупным торговым центром. В конце 8 века пришедший в упадок город был разрушен сильным землетрясением и вызванным им цунами, а затем исчез под водой. В ходе раскопок археологи обнаружили множество артефактов, в том числе золотых и серебряных предметов, которые, вероятно, использовались в ритуальных церемониях благословения фараонов при их восшествии на трон. Среди бесценных сокровищ также выделяются фрагменты храма, посвященного Амону, одному из значительных божеств древних египтян, монументальная статуя из красного гранита, изображающая бога плодородия Хапи, и бронзовая структура царя и бога Осириса. Рунгхольд, Германия. По информации The Times, стародавнее поселение было найдено под слоем ила Северного моря. На его территории археологам удалось обнаружить фундамент древней церкви длиной 40 метров и шириной 15 метров. В своей работе ученым частично удалось реконструировать карту города. Но что случилось с этим поселением? Согласно легендам, Рунгхольд или немецкая Атлантида был затоплен во время наводнения святого Марцелла в 1362 году. Историки считают, что этот шторм унес жизни около 25 тысяч человек и уничтожил ряд населенных пунктов. Археологи предполагают, что Рунгхольд был важным городом и портом в Северной Фризии, в районе современной Германии, который в средние века принадлежал датскому герцогству Шлезвиг. В нем могло быть до 500 домов,
в которых жило около 3000 человек. На шумных улицах Рунгхольта велась торговля сельскохозяйственной продукцией, рыбой, устрицами, рыболовными сетями и янтарем. И в один момент все кануло в лету. Легенды рассказывали, что шторм стал наказанием жителям за грехи, пьянство, безбожие и гордыню из-за богатства. Ятлит-Ям, Израиль. Это одно из старейших затонувших поселений, когда-либо обнаруженных учеными. Возраст руин Ятлит-Ям по версии современных ученых составляет не менее 9000 лет. Просто вдумайтесь в эту цифру. Обнаружили Ятлит-Ям случайно в 1984 году, когда искали на морском дне остатки затонувших кораблей. Теперь этот древний город непрерывно исследуют ученые. Однако причина затопления Ятлит-Ям остается главной загадкой. Многие исследователи считают, что поселение постепенно ушло под воду из-за таяния ледников и расширения границ Мирового океана. Другие же склоняются к версии внезапного цунами. Несмотря на возраст, город отлично сохранился. Археологи обнаружили остатки прямоугольных домов, очагов, кремниевые орудия труда. Даже скелеты в здешних могилах все еще остаются нетронутыми. Предполагается, что местное население тогда жило на побережье, обрабатывая землю и занимаясь ловлей рыбы для пропитания. Но больше всего вопросов вызывает другая находка – 7 огромных каменных монолитов, установленных полукругом возле пресноводного источника. Каково было их предназначение? Павлопетри, Греция. Город Павлопетри был расположен у берегов южного побережья Лаконии, на острове Пелопоннес. Его история насчитывает уже более 5000 лет. Масштабы города просто поразительны. Его улицы раскинулись на площади порядка 30 тысяч квадратных метров. Павлопетри был открыт в 1967 году исследователем Николасом Флемингом и официально нанесен на карту год спустя командой археологов из Кембриджского университета. Это первый затопленный город, который был исследован с применением трехмерного цифрового моделирования. Его прошлое специалисты обрисовали так. Важный транспортный узел с большими запасами медных рудников, жилыми кварталами, административными зданиями, заводами по производству гончарных изделий, рынками. В общем, богатый сельскохозяйственный район. Но почему процветающий портовый город мог оказаться под водой? Ученые предполагают, что Павлопетри был затоплен после 3 катастрофических землетрясений, которые произошли в этом районе около 1000 года до нашей эры. Подводные руины Йонагуни, Япония. Между Восточно-Китайским морем и Тихим океаном находится загадка, окутанная тайной. В этом месте неподалеку японского острова Йонагуни в 1985 году во время туристической экспедиции были обнаружены массивные подводные образования. Происхождение этих образований породило жаркие споры. Являются ли они полностью естественным образованием, либо имеют частичное или полное искусственное происхождение? Никто точно не знает. Центром подводной архитектурной схемы Йонагуни являлось строение высотой 42 метра и сторонами 183 на 150. Оно состояло из 5 этажей. Около центрального объекта также находились небольшие пирамидки с высотой до 10 и шириной в 2 метра. Хотя происхождение руин Йонагуни остается неизвестным, некоторые люди считают, что это остатки давно утраченной тихоокеанской цивилизации. Возможно, строение было возведено японским доисторическим народом Джамон, датируемым еще 12-тысячным годом до нашей эры. Порт-Роял, Ямайка. Порт-Рояль был излюбленным местом пиратов, дом легкого поведения и различных авантюристов. Он считался наиболее злым и греховным городом в мире, пока 7 июня 1692 года не произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов. 2/3 города сразу сползли в море и в течение 2 минут покрылись водой. Гигантское цунами накрыло город, погибло более 2000 жителей. После катастрофы город продолжал погружаться под воду. Сегодня большая его часть находится на средней глубине 15 метров. Современный Порт-Рояль – это небольшой прибрежный поселок, чье население не превышает 2000 человек. Масштабные исследования подводной части Порт-Рояля начались в середине прошлого века и продолжаются до сих пор. Ведь руины некогда процветающего города все еще покоятся на дне местной гавани, что привлекает сюда археологов и дайверов. Дварка, Индия.
В индуистской мифологии Дварака или Дварка – столица царства бога Кришны. По легенде, Двараку возвели за одну ночь, и просуществовала она около 10 тысяч лет. А через 7 дней после смерти Кришны город поглотило море. Руины, обнаруженные в конце прошлого века индийским доктором археологии Рао, вдохнули жизнь в это старое предание. Остатки города находятся на дне Аравийского моря на глубине 40 метров, в бухте современного города Дварака. Проведенные акустические исследования показали, что город сохранил на удивление четкие геометрические формы. В результате раскопок нашли стены, мощенные плитами дороги, изготовленные из известняка скульптуры. Также археологи извлекли из-под воды множество ценных артефактов, возраст которых оценивается от 2 до 9 тысяч лет. Уцелевших зданий не было, но контуры застройки можно проследить по дорогам. Когда-то Дварка был настолько прекрасен, что в манускриптах его называли «сказочное царство». По предположению ученых, город накрыло огромной волной цунами в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. Баи, Италия. Когда-то Баи был Лас-Вегасом Римской империи, место отдыха для сказочно богатых, убежище порока, курортный город, предназначенный для римской элиты, включая Юлия Цезаря, у которого там была своя вилла. Модный в свое время город располагался на берегу тихой бухты недалеко от Неаполя, но место, на котором был возведен островок Порока, славилось своей вулканической активностью, поэтому из-за частых землетрясений Баи стал медленно погружаться под воду. В 8 веке нашей эры город полностью скрылся в водах Неаполитанского залива. Исследования города начались с 1941 года и продолжаются до сих пор. Сейчас руины курорта находятся под водой в 100 метрах от берега, на средней глубине 10 метров. Их можно осмотреть на подводных экскурсиях или через прозрачное дно специального прогулочного судна. В чистой морской воде прекрасно сохранились остатки храмов Венеры, Дианы и Меркурия, античные скульптуры и мозаики, руины грандиозных дворцов. Данвич, Великобритания. В настоящее время Данвич – британское село, расположенное в Восточной Англии, населением около 100 человек. Однако когда-то Данвич являлся 10-м по численности населения городом средневековой Англии. Имел порт с удобной гаванью и блестящими перспективами, но из-за череды мощных ураганов, накрывших город в 13 и 14 веках, почти полностью скрылся в водах Северного моря. Жители были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других городах и деревнях. Спустя десятилетия Данвич превратился в забытое воспоминание. Однако сегодня затонувший город привлекает энтузиастов дайвинга и исследователей. Поскольку у дна залива вода очень мутная, водолазы использовали метод акустической визуализации. Таким образом, они нашли следы кораблекрушения и несколько построек, в том числе церкви и, предположительно, здание таможни. Найдено было также множество гончарных изделий, датированных эпохой Высокого Средневековья, когда город еще процветал. Шичен или Львиный город, Китай. Его называют самым впечатляющим подводным городом в мире. Посмотрите, Львиный город в Китае и вправду невероятно красив. Он находится на дне озера Тяньдаоху, или озера Тысячи островов. И не по вине природы, а из-за человеческих поступков. В 1959 году китайские власти затопили долину для того, чтобы возвести гидроэлектростанцию. Одним решением правительство Китая похоронило под водой 2 великолепных древних города, одним из которых был город Шичен, возраст которого превышает 1300 лет. До затопления в городе было 5 городских ворот с башнями, 6 основных каменных улиц, которые соединяли каждый уголок города, и множество других старинных строений. Здесь каждая деталь заслуживает отдельного внимания. В 2001 году возле озера был открыт современный дайвинг-центр, где все желающие могут собственными глазами полюбоваться на прекрасно сохранившиеся остатки Львиного города. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, рискнули бы вы погрузиться под воду, чтобы собственными глазами увидеть остатки затопленных городов. Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим о самых красочных морских слизнях. Морские слизни – удивительные существа, которые обитают в морях и океанах, и украшают своим ярким окрасом морские пейзажи.
Разнообразие их форм и цветовых гамм заставляет нас восхищаться природным богатством и удивляться тому, как многообразна жизнь в океане. Мы покажем вам ядовитых и фотосинтезирующих моллюсков, слизней, похожих на лист дерева и на лист салата, моллюска-кролика, моллюска-бабочку и многих других. Так что садитесь поудобнее и давайте погрузимся в мир морских слизней. Листовая овца. Листовая овца. Этот маленький морской моллюск – достойный претендент на звание «самый милый житель океана». Симпатичная мордочка, маленькие черные глазки и небольшие щупальца-рожки делают животное похожим на мультяшную версию настоящей овечки. Спина моллюска покрыта своеобразными зелеными листьями, благодаря которым он получает энергию. Как такое возможно? Довольно просто. Листовая овца питается водорослями, а хлоропласты из них откладываются в листиках слизня и через какое-то время фотосинтезируют. Морские овечки вырастают в длину до 1 сантиметра и встречаются на морском дне у берегов Японии, Индонезии и на Филиппинах. Язык фламинго. Если вы любите понырять в водах Атлантического океана вблизи северо-западного побережья, то у вас есть шанс встретить яркую морскую улитку под названием язык фламинго. Эти существа живут на коралловых рифах, где питаются ядовитыми горгониями. Улитки впитывают яд жертвы и сами становятся ядовитыми. Узнать этих моллюсков вы сможете по оранжевой окраске с черными пятнами в виде колец. Такую расцветку имеет живая мантия, покрывающая однотонную раковину. Длина раковины составляет 4 сантиметра. В случае опасности животные прячутся внутри нее, словно в домике. Восточная изумрудная элизия. Знакомьтесь, вот еще один представитель морских слизней, обладающий способностью фотосинтеза. Элизия стала первым известным ученым животным, способным осуществлять этот процесс. Она, как и листовая овца, не имеет собственных хлоропластов, а получает их, питаясь морскими водорослями Ваучерия литория. Взрослые особи окрашены обычно в ярко-зеленый цвет, реже встречаются красноватые или сероватые оттенки. Моллюски вырастают до 6 сантиметров и на вид напоминают листья. Они отличаются большими боковыми параподиями, похожими на мантию, которые периодически сворачиваются и укутывают тело. Водится изумрудная элизия вдоль Атлантического побережья Северной Америки. Морской кролик. Мы готовы поспорить, что это животное точно не оставит вас равнодушными. Этот маленький милый кролик на самом деле является морским слизнем. Он имеет округлую форму тела длиной до 2,5 сантиметров. Цвет может варьироваться от белого до желтого или оранжевого, и на теле могут быть черные или коричневые пятна. Тело морского кролика покрыто мелкими игольчатыми структурами, спикулами, которые создают иллюзию шерсти. На голове слизня расположены 2 органа чувств, похожие на длинные ушки, а сзади жабры, напоминающие хвост. Обитает этот милый слизняк в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов. Голожаберный моллюск янолус. Этот вид морского слизня обитает на мелководьях близ полуострова Кенай, а также выступающего от побережья Аляски, в Центральной Калифорнии, а также в Северной Японии. Моллюски селятся в каменистых районах на глубине не более 30 метров. Янолус выглядит как миниатюрный подводный светильник. Его полупрозрачное беловато-серое тело вырастает до 3,5 см в длину. Оно полностью покрытое цератами, вытянутыми анатомическими выростами, с коричневыми ядрами внутри. Цераты способствуют дыханию и процессу газообмена для метаболизма. При нападении хищника моллюск сворачивается в клубок, а колючки защищают его. Гипсилодорис канга. Этот вид моллюсков – еще одно живое доказательство, что в морских глубинах не все унылое и невзрачное. Слизняк имеет достаточно вызывающую внешность. Его тело окрашено в сине-серый цвет с желтыми и черными пятнами. Ринофоры, то есть рецепторы запаха и вкуса, красные, а их стебли темно-синие. Гипсилодорис канга распространен в водах Танзании и Мозамбика. Он питается морскими губками из рода Дисидеа и вырастает в длину до 7 см. Циарс нигриканс. Что это? Рой бабочек под толщей воды? Нет. Это уникальный морской слизняк-бабочка. В окрасе моллюска преобладает золотисто-черный цвет. Его спина украшена округлыми анатомическими выростами.
и выглядит словно стая бабочек. Этот вид слизни обитает в Индийском океане, а также западной части Тихого океана. Больше об этом красавце совершенно ничего не известно. Флабеллина лодинеа. Нужно еще больше красок? Вот, пожалуйста. Этот морской слизень вполне способен ослепить вас своей красочностью. Его тонкое тело вырастает до 4 сантиметров и выделяется фиолетовым цветом. Многочисленные выросты на спине, цераты, окрашенные в неоново-оранжевый цвет, и придают животному лохматый вид. Кроме того, на голове выделяются красные ринофоры, используемые для привлечения партнеров или добычи. Яркий окрас служит сигналом для хищников, что слизняк неприятный или ядовитый. Встретить такое чудо вы можете на западном побережье Северной Америки. Элизия криспата. Это у нас лист салата. Нет, это же слизень, которого прозвали салатовым из-за его кудрявой мантии. Крупный красочный моллюск вырастает в длину до 5-7 сантиметров, а в ширину до 3. Его цвет, в отличие от настоящего салата, не всегда зеленый, а имеет разнообразные оттенки от бледного с красными или желтыми линиями до синего. Элизия криспата обитает в тропических водах Западной Атлантики от Флориды до Мексиканского залива. Эти моллюски предпочитают селиться в прибрежных зонах рифов, в мелководных и чистых местах. В пищу они употребляют различные водоросли, а также питаются автотрофным путем, накапливая в своем теле хлоропласты. Ипсилодорис апалегма. Это еще один красочный представитель брюхоногих моллюсков, обитающих в водах Тихого океана. Вы его узнаете по практически люминесцентной мантии, переливающейся от пурпурно-розового до фиолетового цвета. По краям мантии проходит непрозрачная белая кайма, огибающая все тело. Колбы ринофоров выделены оранжевым оттенком и пурпурными оболочками. Высокий жаберный карман может быть либо также оранжевым, либо темно-фиолетовым. Тело этих слизней высокое и продолговатое, вырастающее до 5 см в длину. Питается Ипсилодорис апалегма в основном губками Дисдеридае. Нимброта кубарьяна. Крупный размер, темный насыщенный окрас с характерными зелеными полосами вдоль всего тела. Так можно коротко описать этого морского голожаберного слизняка. В длину он вырастает до 12-13 см. По сравнению с предыдущими моллюсками, Нимброта кубарьяна просто гигант. Края тела и головы могут быть окрашены в ярко-оранжевый цвет, ринофоры и жабры в зеленый или красный. Слизняк питается асцидиями, но сам стать чьим-то обедом не может, ведь является ядовитым. Ареал обитания этого вида охватывает Индо-Тихоокеанскую область, Восточную Африку, Филиппины, Малайзию, Индонезию. Акиния аксиния розачea. Вдоль побережья западной части Северной Америки, от Орегона до Нижней Калифорнии, встречается это необычное розовое чудо. Этот морской слизень характеризуется многочисленными длинными выростами на спине, которые сужаются и переходят в более светлый оттенок к концу. Мантия и голова не отделяются от остальной части тела, а являются одним целым. Как же этому моллюску удалось добиться идеального розового? Все благодаря употреблению в пищу морских мшанок хелиостоматида, то есть морских беспозвоночных животных, из которых он получает ксенофильный пигмент. Иотинофизис. Разве на дне океана поселились инопланетяне? Нет, это тоже морской слизняк. Чем-то он похож на лепесток розы. Его окрас может быть как и темно-коричневым, так и нежно-розовым, или даже почти белым. Края большого тела подчеркнуты белой линией. Прозрачная ракушка украшена коричневыми полосами. По сравнению с телом она слишком маленькая, поэтому слизень не может втянуть тело внутрь полностью. Иотинофизис обитают в тропических водах по всей Земле. Они селятся на мелководье, ползают по дну и зарываются в песок. В их рацион входят щетинистые черви, мидии и даже некоторые виды слизней. Тринкезия сибогия. Это что, настоящий мини-дракон? Нет, опять не угадали. Это необычный неоновый слизень, который завершает сегодняшнее наше видео. Этот вид брюхоногих моллюсков широко распространен в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Большими размерами слизняк не выделяется, он вырастает до 3,5 см в длину, но особого внимания заслуживает его окрас. Тело моллюска имеет пурпурно-лиловый оттенок.
Спина животного украшена длинными анатомическими выростами, расположенными параллельными рядами. Эти выросты или цераты окрашены в более бледный оттенок, а ближе к кончикам имеют ярко-красный цвет. Подводный мир – кладезь всего прекрасного и необычного, ведь природа знает, что создает. Казалось бы, все уже видели, обо всем знаем, но мы все равно стараемся найти что-то необычное и способное вас удивить. Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по океанам нашей планеты. Землю не случайно называют голубой планетой. Океаны — это огромные водные пространства, которые покрывают более 70% поверхности Земли. Они являются домом для множества видов животных и растений, а также играют важную роль в поддержании экологического баланса нашей планеты. В этом видео мы расскажем о том, какие океаны существуют на Земле, каковы их особенности, кто и когда впервые их покорил. Вы узнаете об особенностях климата, загадочных событиях и откроете для себя самые интересные факты. Приготовьтесь к познавательному путешествию в мир океанов. Поехали! Тихий океан. Начнем мы наш обзор из самого большого и самого глубокого водоема на планете. Тихий океан занимает площадь около 180 миллионов километров квадратных. Это почти на 30 миллионов больше, чем площадь всей суши Земли. Представляете эти масштабы? Его средняя глубина составляет почти 3984 метра, а наибольшая глубина не только Тихого, но и всего Мирового океана опускается ниже уровня моря на 11 километров в Марианском желобе. Впервые на берег Тихого океана нога европейца ступила в 1513 году. Это был Нуньес де Бальбоа, испанский конкистадор. Он и его спутники решили, что перед ними море, дав ему название Южного. А первым, кому удалось пересечь Тихий океан, был португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан. Для этого ему потребовалось 4 месяца. Любопытно, что Тихим океан стал в 1520 году благодаря Магеллану. Название объясняется тем, что, пройдя около 17 тысяч километров, мореплаватель не встретил на пути ни одного шторма. Очень иронично, если взять во внимание, что именно над этими водами штормы случаются чаще, чем в любой другой точке мира. Над Тихим океаном регулярно образуются ураганы, которые сопровождаются сильными ливнями и огромными волнами на поверхности воды. Магеллану тогда просто повезло с погодой. Примечательно, что через Тихий океан примерно по 180-му меридиану проходит линия перемены даты. Это условная линия, по обе стороны которой разница в местном времени составляет 24 часа. Именно здесь заканчивается сегодня и начинается завтра. Температура воды в Тихом океане колеблется от теплой до холодной, поэтому здесь есть условия для жизни разнообразных живых организмов. В этом океане вылавливают больше всего в мире рыбы, а также охотятся на другие морепродукты – кальмары, креветки, крабы, устрицы. Лидирует Тихий океан и по количеству островов, их насчитывают более 10 тысяч. В его водах расположены второй и третий по величине острова планеты – Новая Гвинея и Калимантан. А также большие Зондские острова, Филиппинские острова, Гавайи, Новая Зеландия, Японские острова и многие другие со своей уникальной культурой и биоразнообразием. Большинство из этих островов имеет вулканическое происхождение. Также в Тихом океане находится Большой барьерный риф, длиннейшая в мире гряда коралловых островов. Но больше всего беспокойства вызывает остров, который появился из-за людей. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – крупнейшее скопление неразлагающихся отходов, расположенное в северной части Тихого океана. Оно увеличивается с каждым годом и представляет собой масштабную угрозу морским экосистемам и всему океану. Атлантический океан. Второй в мире по величине и глубине, но при этом первый по солености океан растянулся между Америкой, Европой и Африкой. Благодаря своей вытянутой форме он проходит через все имеющиеся на Земле климатические пояса, от Арктики до Антарктиды. Его общая площадь составляет 91,7 миллионов квадратных километров, что равно примерно 20% поверхности планеты. Средняя глубина достигает 3736 метров, а максимальная 8742 метров была зафиксирована в желобе Пуэрто-Рико.
Дно Атлантического океана поделено вдоль на северную и восточную части Срединно-Атлантическим хребтом. Он в точности повторяет очертания огромного водоема и тянется широкой извилистой горной цепью. Также водами Атлантики омываются Британские острова, Большие Антильские острова, Ньюфаундленд и многие другие. Атлантический океан наиболее изучен и освоен людьми. Впервые переплыть его удалось викингам еще в X веке. Позже, в XV веке, за активное освоение водных просторов взялся Христофор Колумб. В разные периоды люди называли эти воды морем мрака, Западным океаном, Северным либо Внешним морем. У греков ходило название «море за Геракловыми столбами». Современное имя пространству присвоил в XVI веке немецкий ученый-картограф Мартин Вальдземюллер, который его и описал. Океан получил такое название от древнегреческого слова «Атлантис», название острова, на котором, согласно греческой мифологии, великан по имени Атлант держал небо на плечах. Иные источники говорят, что наименование обязано таинственной стране атлантов, а в недрах воды до сих пор прячется загадочный материк Атлантида. А в Атлантике нередко происходят сильные бури, которые способны причинить вред даже современным крупным кораблям, а ближе к северной стороне плавают величественные ледяные глыбы – айсберги. Самая масштабная трагедия произошла в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В северных водах Атлантического океана потерпел крушение «Титаник». Он затонул через 2 часа 40 минут после столкновения с айсбергом. Результатом этого стала гибель 1496 пассажиров и членов экипажа. Кроме того, в Атлантическом океане находится Бермудский треугольник, где бесследно пропадают корабли и самолеты. Саргассово море — единственное в мире море без берегов. Теплое морское течение Гольфстрим и его воды омывают самый большой остров на планете — Гренландию. Индийский океан. Это третий по площади и глубине океан в мире, который занимает около 20% водной поверхности Земли, примерно 70 миллионов квадратных километров. Это в 150 раз больше площади всей Франции. Его северная часть граничит с Азией, западная с Африкой, а восточная с Австралией. Он проходит через все климатические пояса, расположенные в южном полушарии, и даже немного заглядывает в тропики Южного. Всего Индийский океан омывает берега 39 стран и заморских территорий. В его водах расположены такие популярные курорты, как Мальдивы, Бали, Шри-Ланка, Сейшельские острова, остров Маврикий и многие другие. Его средняя глубина составляет 3960 метров, а самая глубокая точка достигает 7450 метров и находится в Зондском желобе. Теперь давайте заглянем в историю. Раньше Индийский океан называли Восточным, а древние греки звали его Эритрейским морем. Как Индийский, океан впервые нанесли на карту в 1555 году. В конце VIII века венецианский путешественник Марко Поло стал первым европейцем, который на обратном пути из Китая прошел через Индийский океан и посетил Суматру, Индию и Цейлон. Глобальное освоение берегов и островов Индийского океана началось с путешествий португальского мореплавателя Васко да Гама в конце XV века. В середине прошлого тысячелетия Индийский океан был важнейшим транспортным путем в Индию, и даже сегодня он соединяет наибольшее количество важных портов в мире. Шельфовая часть Индийского океана богата природными ископаемыми, нефтью и газом. Здесь находится около 40% нефти от мирового количества. Что касается фауны, то в водах Индийского океана обитает голубой кольчатый осьминог, который является самым опасным представителем отряда. Один укус этого моллюска в 80% случаев приводит к смерти человека. Еще в Индийском океане удается наблюдать изумительное природное явление – светящиеся круги на воде. Случается это очень редко, поэтому основательно их изучить до сих пор не удалось. Но большинство ученых сходятся во мнении, что они представляют собой колонии светящихся в темноте микроорганизмов. Но как им удается образовывать круги правильной формы, остается загадкой. В водах Индийского океана обитают тысячи разных видов рыб, но мало какие представляют интерес для рыболовных компаний. Поэтому на этот океан приходится лишь 5% мирового улова.
Северный Ледовитый океан. Холодные водные просторы раскинулись в северном полушарии Земли между Евразией и Северной Америкой. Что нам о нем известно? Там очень холодно. Это логично. Он не является безжизненной водной пустыней, но все же органический мир сложно назвать богатым за исключением североевропейского бассейна, Баренцева и Белого моря. Здесь обитает около 150 видов рыб, множество морских животных, птиц и есть разнообразная водная растительность. Но человеку к таким суровым условиям приспособиться непросто. Северный Ледовитый океан самый маленький и мелководный среди всех океанов. Он занимает площадь 14,75 миллионов квадратных километров, всего лишь 4% от земных вод. Средняя глубина составляет 1225 метров, а максимальная глубина 5527 метров. Была зафиксирована в Гренландском море. Воды Северного Ледовитого океана полностью расположены в северном полушарии. Дно на 70% состоит из окраин земных материков, простирающихся под поверхностью воды. Центральная часть водоема скована льдами, которые никогда не таят. Айсберги по поверхности Северного Ледовитого океана дрейфуют круглый год, хотя летом их меньше, чем зимой. Ведь по-настоящему тепло здесь не бывает никогда. Водами Северного Ледовитого океана омывается часть Гренландии, группа норвежских островов Шпицберген, Исландия, северная часть Скандинавии, часть Аляски, а также Камчатка. Изначально этот океан имел много названий. Его называли Ледовитым или Полярным морем, Скифским, Гиперборейским океаном, а иногда даже Дышащим морем. Официальное название Северный Ледовитый было принято не так давно, в 1935 году. Первым человеком, достигнувшим Северного полюса, стал американский исследователь Роберт Пири. Он посвятил 23 года своей жизни исследованиям и в 1909 году объявил о достижении цели. Северный Ледовитый очень богат полезными ископаемыми. Четверть всего мирового запаса нефти сокрыта на этой территории. Попытки людей извлечь эти сокровища, а также потепление климата привели к стремительному таянию льдов. Экологи предупреждают, что глобальное потепление Северного Ледовитого океана может привести к глобальной катастрофе. Южный океан. Вы думали, что на Земле всего 4 океана? А вот и нет. В 2000 году решением Международной гидрографической организации в список океанов был включен 5-й – Южный океан. Он выделен на многих географических картах, хотя до сих пор некоторые ученые утверждают, что эти воды являются частью Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Несмотря на отсутствие ярко выраженных границ, воды отличаются. Здесь царят собственные течения, дуют сильные ветры, встречаются плавучие льды. Поэтому впервые картографы стали выделять Южный океан в отдельную акваторию еще в 17 веке. Южный океан самый молодой и суровый на планете. Ученые установили, что он сформировался порядка 30 миллионов лет назад, после того, как в результате материкового дрейфа Антарктида и Южная Америка откололись друг от друга. Океан не имеет четко очерченных островами и континентами границ. Его площадь вычисляют по линиям соприкосновения теплых и холодных течений. Но зона непостоянна и меняется в зависимости от сезонности. Условно принято считать границами океана с одной стороны все побережье Антарктиды, с другой – 60-ю параллель южной широты. Принятая площадь Южного океана составляет 20,327 миллионов километров квадратных. Наибольшая глубина лежит в южно-сандвичевом желобе и достигает 8264 метров, а средняя глубина составляет 3270 метров. Южный океан больше и глубже Северного Ледовитого. Это факт. Климат холодный, морской, максимальная температура не превышает плюс 10 градусов. Здесь образуется наибольшее количество айсбергов, которые встречаются на протяжении всего года. На территории молодого водоема расположено 13 морей, а также множество архипелагов и островов, среди которых Мальвинские, Южные Шетландские, Кергелен и другие. Тщательные исследования Южного океана начались в XVIII веке. Первое судно пересекло границу Южного океана в 1559 году. Главным на борту был голландский капитан Дирк Герритс.
А в 1773 году Южный полярный круг пересек знаменитый британский моряк Джеймс Кук. Это был краткий обзор океанов планеты Земля. Обязательно делитесь в комментариях, что нового вы открыли для себя из этого видео, какие факты вас впечатлили больше всего. Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в загадочный мир океанов, чтобы познакомиться с самыми странными акулами, которые плавают в водах нашей планеты. Эти создания вызывают восхищение, удивление и страх. Их необычные формы, повадки и поведение способны поразить даже самых искушенных любителей морской фауны. Вы когда-нибудь слышали об акуле-гоблине? Или о редкой акуле-гадюке, которая выглядит как настоящее инопланетное существо? Мы расскажем о том, в каких водах обитают эти удивительные животные, покажем особенности их внешности, и вы поймете, почему они заслуживают иметь место в нашей десятке. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по подводным просторам, и давайте вместе познакомимся с самыми странными акулами на Земле. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь усаживайтесь поудобнее и поехали! Акула-молот. Эксцентричный внешний вид этой красотки одновременно вызывают как удивление, так и страх. Форма головы этого животного совершенно необычной формы, Т-образная, в виде молота. Кроме внешности, молотоголовая акула отличается крупными размерами. Ее длина составляет от 4 до 7 метров. Акула-молот обитает по всему Мировому океану, как в глубоководье, так и на мелководье. Она любит путешествовать. Считается, что схватка с такой хищницей заранее обречена на поражение. Она всегда побеждает. Наибольшую угрозу для человека акула представляет в период выведения потомства, потому что для этого она предпочитает людные места – пляжи Флориды, Калифорнии и Гавайи. Случаев нападения на людей зафиксировано предостаточно, чтобы считать акулу-молота одной из самых агрессивных и опасных. Пятнистый воббегонг или австралийская ковровая акула. Австралийская ковровая акула выглядит совершенно иначе, чем мы привыкли представлять акул. Она вырастает в длину до 3 метров. У нее нет обтекаемой формы, острого носа. Не видно хищного рта. Напротив, все тело покрыто какими-то наростами и рюшечками. У ковровой акулы приплюснутые и широкие голова и тело. Голова обрамлена характерной бородой, бахромой, образованной кожными лоскутами. Яркая пятнистая акула встречается у побережья Австралии на глубине до 218 метров. Она обитает у дна, маскируясь под морской ландшафт и заросшие водорослями камни. Большую часть времени она висит неподвижно, словно в засаде. Ковровая акула не представляет опасности для человека, но если ваши ноги окажутся перед ее пастью или вы случайно наступите на нее, то хищница может вцепиться в вас своими острыми зубами. Такой коврик точно не позволит вам вытереть об себя ноги. Светящаяся акула-ниндзя. Необычный морской обитатель был найден у побережья Центральной Америки совсем недавно, в 2015 году. Американские исследователи дали ему научное название Этмоптерус бенчли в честь Питера Бенчли, автора популярного литературного произведения «Челюсти». Вполне логично, ведь акула-ниндзя выглядит так, словно действительно выплыла из романа ужасов. Она окрашена в угольно-черный цвет с белыми отметинами вокруг глаз и рта. Кожу животного покрывают фотофоры, клетки, обеспечивающие ей свечение в темноте. Люминесценция помогает акулам найти в темных глубинах океана себе пару для размножения и используется для маскировки при охоте на добычу. Однако размеры акулы-ниндзя отнюдь не ужасны. Самая крупная особь, обнаруженная учеными, достигла 51 сантиметра в длину и при этом являлась взрослой самкой. Акула-гадюка. Эта редкая и жуткая акула обитает в северо-западной части Тихого океана. Взрослая особь достигает в длину не более 50 сантиметров. У животного вытянутое черное тело, голубые глаза-бусины и пасть с сотней игольчатых зубов. Чтобы схватить добычу, она стремительно и широко раскрывает челюсти, выдвигая их вперед. Жуть! Акула-гадюка днем предпочитает держаться у дна на глубине 350 метров, а ночью поднимается выше и находится в 150 метрах от поверхности воды. Впервые этот вид обнаружил в 1986 году капитан рыболовного траулера Хиромити Кабаэм, в честь которого она получила свое научное название
Тригоногнатус кбм. Просто представьте себе реакцию капитана, когда он увидел это. К счастью, подобные акулы попадались на глаза человеку исключительно редко и зачастую случайно. Они умело прячутся в глубинах, поэтому ученым мало о них известно. Плащеносная акула. Это опасное и уникальное создание считается царем подводных глубин. Плащеносная акула – потомок легендарного морского змея, и за 80 миллионов лет, что поразительно, она совсем не эволюционировала. Да, эта штука убивала еще тогда, когда по земле бродили динозавры. Внешность плащеносной акулы довольно своеобразна. Ее изюминкой являются широкие кожные складки, образованные жаберными волокнами, которые прикрывают жаберные щели. Этих щелей по 6 с каждой стороны. Перепонки первой пары снизу соединяются и образуют широкую кожную лопасть. Зубы акулы изогнуты в виде крючков, напоминающих якоря, и имеют 3 вершины. Сама пасть находится впереди головы, а не снизу, как у других видов. Длина плащеносной акулы может достигать 2 метров. По счастью, встретить эту тварь можно в Атлантическом и Тихом океанах лишь на глубине от 120 до 1500 метров. Иначе она стала бы кошмарным сном любого ныряльщика. Бразильская светящаяся акула. На вид бразильская светящаяся акула очень милая и, кажется, самая безобидная. Но помните, внешность обманчива. Эта довольно маленькая рыба обитает во всех теплых морях мира на глубине до 4000 метров. Она вырастает всего до 50 сантиметров в длину, но при этом очень кусачая. Бразильская светящаяся акула может нанести серьезные раны животному, которое в несколько раз крупнее нее, или даже убить его. Да, большую часть ее рациона составляют мелкие обитатели океанского дна, которых акула может проглотить целиком. Но кроме того, она регулярно поднимается к поверхности океана, впивается своими острыми зубами в более крупных морских млекопитающих и рыб, выгрызая куски плоти и оставляя на теле животных характерные кратерообразные раны. От нападок наглой акулы размером с селедку страдают киты, ластоногие, костистые рыбы, дельфины и другие акулы. А быть незамеченной ей позволяют яркое зеленое свечение, биолюминесценция, которая обеспечивает фотофорами, на нижней части ее тела. Акула дымовой или акула-гоблин. Ареал обитания этих акул огромен и включает большую часть Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Они встречаются в водах, расположенных близко к морскому дну, на глубине 1200 метров. Взрослые особи достигают 3-4 метров в длину и весят более 200 килограммов. Но если вы не ракообразный и не головоногий моллюск, акулы-гоблины вряд ли представляют для вас угрозу. Вид акулы-гоблина, мягко говоря, как поражает, так и устрашает. Свое название она получила за причудливую внешность. Морда этой акулы заканчивается длинным клювовидным выростом. А как только на пути проголодавшейся хищницы появляется возможный обед, из ее плоского рыла выдвигаются мощные челюсти. Как она охотится в темноте на большой глубине, есть один секрет. Ее морда усеяна порами, называемыми ампулами Лоренцини, которые могут обнаруживать электрические поля, исходящие от живых организмов. Атлантическая центрина или акула-свинья. Грубая, неуклюжая, со странной внешностью, она не вписывается в общее восприятие акул как исключительно больших, мускулистых охотников. Она скорее напоминает странную рыбу-химеру, нежели грозного хищника. Крупная, притупленная голова со вздернутой верхней губой, приплюснутое розовое рыло с ноздрями-завитками и хрюканье, которое она издает, когда ее вытаскивают из воды, не оставило акуле ни единого шанса на нормальное прозвище. Акула-свинья и точка. И широко расставленные глаза, напоминающие круглые иллюминаторы, лишь дополняют ее комичную внешность. Средний размер атлантической центрины составляет около 1 метра в длину. Странная акула встречается в восточной части Атлантического океана от Норвегии до Южной Африки и в Средиземном море. Она преимущественно обитает в водах непосредственно над морским дном на глубине от 60 до 700 метров, где активно ищет пищу. Роговая акула. Роговая акула обычно встречается в теплых прибрежных водах на северо-востоке Тихого океана. Свое название этот вид получил из-за короткой тупой головы, почти похожей на рог, с высокими гребнями над глазами. Его представители обычно коричневого или серого цвета с множеством мелких темных пятен на теле.
В среднем размер взрослой особи составляет около 1 метра. Также у роговой акулы 2 высоких спинных плавника с крупными шипами, которые помогают ей защищаться от хищников. Во всем остальном эта акула тихая и скромная. Она проводит жизнь у самого дна океана на глубине до 12 метров, лениво и неторопливо поедая моллюсков. С помощью гибких мускулистых грудных плавников она не плавает, а передвигается по морскому дну. В течение всего дня акула спит, выходя на охоту только глубокой ночью. Не акула, а какой-то милый домосед. Пелагическая большеротая акула. Пелагическая большеротая акула обладает огромной пастью с толстыми эластичными губами, которые придают ей уникальную внешность. Голова по длине может быть сопоставима с туловищем. Она не похожа ни на один вид какой-либо другой акулы и является единственным представителем рода большеротых акул. Кроме того, это один из 3 известных науке видов акул, питающихся планктоном. Большеротая акула имеет тело цилиндрической формы, немного дряблая и несколько коренастая. Самым крупным представителем этого вида стала самка длиной 5,7 метра. Пелагическая большеротая акула обитает в тропических, субтропических и умеренных водах на глубине до 1500 метров. Это редкое животное, и его нечасто можно встретить. Впервые эта акула была обнаружена учеными в 1976 году. К августу 2015 года было обнаружено всего 102 особи, из которых лишь немногих удалось научно исследовать. Поэтому об анатомии, поведении и ареале этой акулы пока известно очень мало. Просто загадочный монстр из ночных кошмаров. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какая акула-чудачка вас удивила. Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающее подводное путешествие, чтобы рассмотреть самых ярких и красивых рыб, которые населяют нашу планету. Мы узнаем, как они выглядят, где обитают в природе и когда их впервые открыли как вид. Мы поговорим о таких видах, как дискус, рыбки гуппи, фронтоза, сиамский петушок, лялиус и многих других разнообразных рыбках, которых с удовольствием заводят аквариумисты по всему миру. Готовы ли вы отправиться в увлекательное приключение, полное незабываемых впечатлений? Тогда поехали. Гуппи Эндлера. Если вы желаете завести аквариум, то присмотритесь к этой яркой и неприхотливой рыбке. Она очень популярна среди аквариумистов. Гуппи Эндлера обладают небольшим, слегка вытянутым телом. Мужские особи обычно не превышают 2,5 см, а женские — 3,5. Самцы отличаются яркой окраской, по всему телу хаотично расположены желтые, фиолетовые, красные, оранжевые и зеленые пятна. Тело самок однотонно окрашено в золотой или серебристый цвет с металлическим отблеском. Примечательно, что 2 особей с одинаковым рисунком не существует. Родина рыбки – водоемы Венесуэлы, где этот вид открыл в 1937 году Франклин Бонд. Но распространение карликовые гуппи получили только после повторного открытия этого вида Джоном Эндлером в 1975 году, в честь которого их и назвали. Дискус. Эти рыбы гордо носят звание королей аквариума. Смотрите сами, красивый яркий дискус с необычным дисковидным телом. Он выглядит как драгоценный камень. Ну, чем вам не король? В зависимости от разновидностей, дискусы достигают от 15 до 25 сантиметров в длину. Рыбы обладают маленьким ртом, с крутым восходящим лбом и ярко-красными глазами. Тело имеет 9 темных вертикальных полос, и основные цвета тела варьируются от темно-коричневых до синих и зеленых оттенков. Впервые дискуса описал австралийский ученый Йохан Наттерер во время очередной экспедиции в Бразилию. Произошло это в 1833 году, после того, как в реке Рио-Негро был пойман экземпляр ранее неизвестной рыбы. Первые живые дискусы были завезены в Европу в середине 20 века, а сегодня вы можете их приобрести практически в любой стране. Лабидохромис элоу. Что это за лимончик в аквариуме? Это Лабидохромис элоу, который своим сочным окрасом привлекает любителей экзотических рыб.
Рыба окрашена в очень привлекательный ярко-желтый цвет. Черная окантовка плавников появляется при созревании особей. Тело вытянуто и сжато с боков. В природе эллоу растут до 8 см, но в аквариуме могут быть крупнее, до 10 см. Средняя продолжительность жизни 6-10 лет. В природе существует более десятка различных цветовых форм этого вида. Но в аквариуме самой популярной является желтая и электрик эллоу. Лабидохромис эллоу впервые был описан в 1956 году. Эндемик озера Малави в Африке, где встречается на скалистых участках, а также на участках, покрытых растительностью Vallisneria aethiopica. Лялиус. Эта рыба вырастает в длину до 5-6 см. Тело высокое, овальное, сжатое с боков. Лялиус имеет очень красивую окраску, зеленовато-голубую с поперечными полосками красного и сине-голубого цвета, брюшко возле жабр голубое. Плавники лялиуса покрыты красными пятнами, самцы немного крупнее и ярче самок. Исторической родиной рыбок являются водоемы Пакистана, Индии, Бангладеша. Лялиус был описан в 1822 году шотландским зоологом Фрэнсисом Бьюкин Гамильтоном и впервые завезен в Европу в 1869 году. В 1874 году этот вид был завезен в Париж для известного рыбовода Пьера Карбонье, но первая крупная поставка была осуществлена немецкими фирмами позднее, в 1903 году. Макропод или райская рыбка. Макропод – уникальная рыбка, которая стала популярной среди аквариумистов до того, как это стало мейнстримом. Это одна из самых первых рыб в аквариумах, привезенная из Азии в 1869 году во Францию, а в 1876 году в Соединенные Штаты Америки. Сегодня макропода можно приобрести во многих странах, но его исторической родиной является Китай. Тело райской рыбы крепкое и слегка вытянутое. Плавники заостренные, хвостовой плавник раздвоенный, достигает длины 3-5 см. Размер взрослых самцов 10 см, а самок 8 см. Окрас яркий, в синих и красных тонах с вкраплениями черного и белого. Эти выносливые рыбы выживают при температуре от 10 градусов Цельсия, но предпочитают 24-28 градусов. В хороших условиях содержания макроподы могут прожить около 6 лет. Неон красный. Желаете украсить свой аквариум? Приобретите себе красного неона. Эта тропическая пресноводная рыба порадует вас своим озорным поведением и создаст атмосферу праздника даже в самый хмурый день. Как же выглядит неон? Длина тела самок до 5 см, самцов до 3 см. Спинка оливково-бежевая, от глаз к жировому плавнику проходит отсвечивающая неоновым светом ярко-голубая полоса, ниже широкая ярко-красная полоса, брюшко беловатое. Рыбка настолько яркая, что ее можно сравнить с огнями неоновых билбордов в ночном небе. Продолжительность ее жизни в аквариуме составляет 3-5 лет. Родом красные неоны из Южной Америки, обитают они в бассейне рек Ориноко и Рио-Негро. Красный неон был открыт только в середине 20 века. Описания были сделаны параллельно двумя учеными – Майерсом и Шульцем. Нотобранхиус гюнтера – это привлекательная миролюбивая рыбка, которая в естественной среде живет всего один сезон. Даже в самых благоприятных условиях или в аквариуме она не протянет больше 1 года. Нотобранхиус гюнтера отличается вытянутым в длину телом и веерообразным спинным плавником. Вся чешуя рыбы имеет красноватую окантовку, которая создает на теле подобие сетчатого рисунка. Хвостовой плавник красный с темно-коричневой каймой. Спинной и анальный желтовато-зеленые с красными пятнами. В природе рыбки вырастают до 7 см, в условиях аквариума их размер редко превышает 5 см. Нотобранхиус гюнтера обитает в водоемах с пресной и солоноватой водой острова Занзибар и Танзании. Впервые в Европу данные рыбы были завезены небольшой партией в 1913 году. Позже их повторно завезли в 1958. Сиамский петушок или бойцовская рыбка. Красивая и дерзкая, так коротко можно описать эту рыбку. У петушков очень разнообразный окрас, они бывают одно-, двух- или многоцветными. Всех цветов радуги, а также их оттенков. Самцы окрашены ярче самок и имеют большие хвосты. По размерам самец также заметно крупнее самки и порой достигает 10 см в длину.
Сиамских петушков можно увидеть в аквариумах во всех странах мира. Но их родиной является Таиланд, Юго-Восточная Азия и Индонезия. Все цветовые вариации этих рыб были созданы руками селекционеров. Встретить их в живой природе не получится. В водоемах Юго-Восточной Азии с медленным течением или стоячей водой можно увидеть лишь мелких серовато-зеленых рыбок. Бойцовской рыбкой петушка назвали из-за сильной внутривидовой агрессии и территориальности. Два самца не смогут жить в одном аквариуме. Один из них рано или поздно убьет другого. Фронтоза. Мы уже видели короля, а теперь давайте познакомимся с королевой Танганьики. Такое прозвище рыба получила благодаря своей медлительности и вальяжности, а также из-за своего места обитания. Она живет в Центральной Африке, исключительно в озере Танганьика. В природе особи этого вида вырастают до 35 сантиметров, в аквариуме редко больше 15. Рыбы имеют на лбу характерный жировой горб, который у самцов немного крупнее, чем у самок. Тело их высокое, уплощенное по бокам. Фронтоза окрашена в серо-голубой цвет с 6 поперечными черными полосками. Цвет ее плавников варьируется от белого до нежно-голубого. Первые особи фронтозы были доставлены в Европу в 1905 году. В 1906 вид впервые был описан и идентифицирован ученым-ихтиологом Джорджем Альбертом Буллинджером. Хромис-красавец. Это еще одна яркая рыбка прямиком из Африки. Этот вид распространен в африканских озерах, бассейне реки Конго, тропических морях. В Европу хромисы впервые были завезены в 1907 году. Сегодня эти рыбки довольно популярны в аквариумах. В природных условиях хромисы достигают 20 сантиметров длины, в неволе 12. Самки немного меньше самцов. Тело и плавники вытянуты, спинной плавник заостряется к концу. Рыбка имеет нарядный окрас, ярко-красное тело с разбросанными по нему голубовато-зелеными точками, мерцающими на свету. На боку посередине тела темное пятно. Самки имеют менее броскую расцветку, оранжевые с поодинокими оливковыми точками. И хотя за этой красотой скрывается достаточно агрессивный характер, ценителей хромисов-красавцев меньше не становится. Апистограмма рамирози. Длина тела до 7 сантиметров, тело умеренно вытянуто, голова крупная, основная окраска желтая с голубым блеском. Передняя часть спины красно-коричневая, горло, грудь и брюшко золотисто-желтые, глаз пересекает черная поперечная полоса. На боку бывают видны, как тени, продольная полоса и 5-6 поперечных полос. Все тело и плавники покрыты блестящими, переливающимися голубым и зеленым цветом точками, штрихами и пятнами. Плавники прозрачные, нежно-оранжевые, зеленоватые или желтые с красной каймой. Обитает в мелких водоемах тропиков, субтропиков и Южной Америки. Описание этого вида было опубликовано доктором Джорджем Мейерсом и Гарри в 1948 году в филадельфийском журнале «Аквариум». Вид назвали в честь Мануэля Винсента Рамиреса, раннего собирателя и импортера видов для аквариумной торговли. Вуалехвост. Завершает наше видео самая известная и популярная рыба из всех аквариумных золотых рыб – вуалехвост. Одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной золотой рыбки. Рыба обладает коротким округлым телом, раздвоенным хвостовым плавником, который нередко превышает длину тела в несколько раз, и довольно своеобразным окрасом. В длину рыбка вырастает до 20 сантиметров. Наиболее популярными являются особи ярко-красного или светло-кремового цвета. Но чаще всего встречаются вуалехвосты с темно-красной спиной и боками и темно-золотым животом. Родиной вуалехвоста является Япония. Исходной породой для селекции стал рюкин – разновидность золотой рыбки с укороченным телом, выпуклым брюшком и характерным горбом от головы до спинного плавника. Селекционеры многократно отбирали из потомства и скрещивали рыб с наиболее длинными плавниками. На этом у нас все, друзья. Напишите, рассматривали ли вы когда-то рыбок в качестве домашних животных и какую описанную нами представительницу водного мира вы бы с удовольствием завели у себя в аквариуме. Или же вы все-таки предпочитаете более шумных и активных домашних питомцев? Делитесь с нами в комментариях.